Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. Сегодня я хочу поделиться с вами идеей создания бусин-чашечек. Это довольно известная техника. Идея лепки не моя, но, возможно, кто-то искал, как сделать такие бусины, кто-то о них даже и не знал. Я же поделюсь одним из вариантов их создания и оформления. А для начала мы определяемся с теми цветами полимерной глины, которые мы будем использовать для создания данных бусин. У меня это классический шоколад номер 142 и красный с блесками номер 212. Но если у вас нет такого красного, его можно заменить на королевский красный номер 4114. Он также насыщенно яркий и будет отлично смотреться в сочетании с шоколадным оттенком. Нам нужно сделать видимый четкий переход между оттенками, и для этого нужно глину раскатать в тонкие трубочки одинакового диаметра и одинаковой длины. Соединяем глину вместе и придаем получившейся заготовке плоскую форму листа. Далее раскатываем и вытягиваем получившуюся заготовочку в длинную полосу. Складываем полоску пополам и снова прокатываем и вытягиваем опять ее в длину. Так делаем до тех пор, пока не образуется видимый переход цвета, грань между оттенками у нас сгладится, станет менее четкой и видимой. Если хотите, можете продолжить раскатывать глину, чтобы получить очень плавный переход между оттенками, но можно остановиться именно на этом этапе. Теперь нам нужно разделить нашу полоску глины на несколько одинаковых частей. Я делю их на 4 части и складываю эти части вместе. Получившуюся заготовочку ужимаем и придаем ей форму треугольника. Далее аккуратненько вытягиваем эту треугольную колбаску и смотрим за тем, чтобы размер у нее был одинаковый с обеих сторон. Снова разрезаем нашу заготовку на несколько частей. Я опять использую 4 части и собираем их вместе коричневой пластикой вовнутрь. То есть у нас должна сердцевинка нашей заготовки, будущей трости, получиться коричневого оттенка. Делю колбаску пополам и собираю ее в полноценную круглую трость. Далее аккуратненько от центра начинаю ужимать эту трость, выпуская воздух, который может образоваться между этими срезами глины, и вытягиваю трость до нужного мне размера. У меня размер около 1 см. И вот такая заготовочка у нас получается на срезе. Если у вас глина очень мягкая, дайте ей немножечко остыть, и после этого можно ее нарезать на тонкие срезы. Ширина срезов зависит от диаметра вашей трости. У меня диаметр около 1 см, и поэтому в ширину я делаю срезы приблизительно 2-3 мм. Вот такие срезы у меня получились. Если они немножко деформированы, просто поправляем их пальчиком, придавая им круглую форму. Далее приступаем к созданию основы, на которой будем размещать нашу полимерную глину. Для этого нам понадобится фольга и салфетки. Фольгу нарезаем на одинаковые квадратики. Размер сторон моих квадратиков 7 на 7 сантиметров. Салфетку я нарезаю в произвольном порядке, то есть я не придерживаюсь каких-то определенных размеров, так как бусины все равно у меня получатся разные за счет и самой фольги, и самой салфетки, как сейчас я ее скручу. Вот на этом этапе нам нужно сделать основу для фольги. Сначала из салфетки. Мне нужно получить именно вытянутые бусинки. То есть как сделать их круглыми, очень много уроков, но никто не показывает, как сделать их длинненькими. В принципе, круглые делаются точно так же, только салфеточки наматываются больше, то есть должен образоваться такой плотный круглый шарик. Тогда ваши бусинки, они получатся как раскрытые чашечки цветка, да? А нам нужно сделать их вытянутыми в такие открытые полутрубочки. Вот для этого мы начинаем скручивать салфетку и оборачиваем ее фольгой. Салфетку размещаем по центру фольги и закручиваем фольгу, делая такую вытянутую форму. Если у вас остаются какие-то острые углы от фольги, то их можно сгладить, немножко потерев заготовочку о поверхность стола. Они выровняются, и поверхность вашей основы станет гладенькой и подходящей для того, чтобы ее можно было облепить полимерной глиной. Делаем необходимое количество заготовок для будущих бусин. И вот о чем я говорила, если вы
вы хотите их сделать открытыми, а не вытянутыми, вот такой формы нужно сделать вам основу из фольги и салфетки. То есть у вас должен получиться вот такой вот шарик на конце, и вот такая форма должна получиться у основы. Тогда бусинки получатся открытыми. Теперь, друзья, берем нашу заготовочку из полимерной глины и немножко ее прижимаем пальчиками, чтобы ее согреть, чтобы она стала эластичной и податливой. И немножечко мы ее растягиваем, чтобы сделать ее тоньше и увеличить ее размер. Далее находим центр полимерной основы и сажаем ее на заготовку из фольги. Аккуратненько по краям начинаем прижимать пластику к основе, чтобы получить необходимую форму, чтобы она как бы окутала заготовку из фольги. Я делаю рваные края, то есть я не стараюсь, чтобы края получились ровными. Но если для вас это принципиально, то рваный край можно просто обрезать лезвием, и тогда бусинка будет ровной. Используя какие-то подручные инструменты, иголочку, плотную ткань, джинс, всевозможные штампы или, как в моем случае, крепированную бумагу, мы добавляем нашим бусинам текстуру по всей поверхности. Просто вот так вот я оборачиваю бусинку бумагой, и когда убираем бумажку, то у нас получаются красивые интересные полосочки по всей поверхности бусинки. Прямо на этом этапе делаем отверстие, через которое наша бусинка будет крепиться на пины к украшению. Все готово, и бусины можно отправить на обжиг в духовой шкаф, придерживаясь той температуры, которая указана на вашей упаковке полимерной глины, или при той температуре, при которой вы обычно обжигаете свои изделия в духовой печи. После того, как изделия остынут, их можно снимать с основы. В принципе, бусинки легко сходят с такой формы основы, но если вы их делаете круглыми, они у вас обжимают фольгу, то тут нужно немножечко раскрутить фольгу и положить бусинки, например, в воду. Тогда набухнет салфетка, и ее можно будет пинцетиком аккуратненько вытащить и уже убрать основу из фольги, из самой бусинки. Бусинки можно оставить так, но я хочу добавить им красивый кантик, и для этого использую акриловые краски. Я использую коричневую и золотую акриловую краску. Сначала наношу по кантику коричневый цвет. Он послужит базой, которая сделает еще ярче и выделит золотую краску. Просто вот так вот пальчиком, даже без кисточек, это быстрее, я наношу акрил на каждую бусинку. Жду высыхания краски и точно так же пальчиком наношу золотую краску поверх коричневой, но делаю ее слой немножечко тоньше, чтобы все-таки красочка коричневого цвета немного выступала с края, тогда бусинка будет смотреться интереснее. Жду полного высыхания краски, и можно приступать к сборке. Подобным способом можно сделать какие-то роскошные крупные колье, сделать пушистые браслеты или собрать серьги-гроздья. То есть подобные бусины можно применять куда угодно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и оно вдохновит вас на создание каких-то своих интересных украшений. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео мастер-классах. И до новых встреч. Всех целую и всем пока.